как тренеру нельзя себя вести с учениками. Мне вообще не нравится слово «тренер». То есть в современном мире произошла подмена понятий. Сенсей, учитель и тренер. Тренер – это, наверное, скорее всего, какой-то наемный работник, понимаешь? Который пришел и работает за зарплату. А сенсей и учитель – это наставник. Начнем с этого. Из-за этих подмены понятий много чего происходит. Как нельзя тренеру себя вести со своими учениками? Вообще, вообще тренер должен быть авторитетом прежде всего. Ну, особенно если он занимается детками. Да и взрослыми тоже. В любом случае, любой наставник, он как пример же. И не только в каких-то, будем говорить так, спортивных мероприятиях, либо технических действий и так далее. Он еще и пример какой-то, внутренней морали, наверное, духовности, скорее всего. Поэтому я думаю, прежде всего, что не должен делать тренер, переходить на личности, проявлять какую-то свою психоэмоциональную активность, нервничать, переживать, что часто, кстати, мы наблюдаем в интернете. Оскорбление своих собственных учеников, уроды, ублюдки, дебилы, и так далее. По сути говоря, тренер должен быть авторитет во всем. И не должен допускать, я же говорю, какую-то психоэмоциональность, и уж тем более переходить на личности какие-то и оскорбления. То есть во всем быть примером, а не то, что чего нельзя. Ничего нельзя, а что нужно. Вот главный, правильный, точнее, вопрос. Нужно быть авторитетом во всем. В морально-этических качествах, спортивных и так далее. А то, знаешь, бытует такое мнение, например, тренер по плаванию плавать, может и не уметь или не должен. Так вот, я считаю, что это как доктор, я не знаю, окулист в очках, с такой вот оправой. Если уж взялся чему-то учить, так должен сам это уметь по определению. Как-то так. Как человек, не обладая какими-то определенными качествами и характеристиками, понимаешь, может научить это другого человека? Никак. Такого просто в принципе не бывает. То есть я в теории молодец, а в практике я никакой. И я сейчас передам вам какие-то тайные знания. Я много умных книжек читаю и могу их вам пересказать. Понимаешь? В современном мире таких много пересказчиков. Да. И, как правило, все они такие, ух ты ж. На самом деле все очень просто. Если мы говорим об учителях и сенсеях, то есть люди, которые делятся своим опытом, то есть передают его, понимаешь? То есть непосредственное внутреннее знание. Это люди, у которых там прошли какой-то путь жизненный. А есть те, которые книжек начитались, теоретики. И, как правило, на самом деле, в учителя и сенсеи, они идут совсем с другой целью. Они идут не учить людей. Они идут либо деньги на этом зарабатывать, понимаешь? Либо, будем говорить так, надувать себя, как мыльный пузырь. То есть будем говорить так, для многих людей и вообще для большинства людей очень важно человеческое внимание окружающих других людей. И под воздействием этого внимания люди надуваются, начинают ощущать себя важным. Я знаю очень много учителей, которые собрали вокруг себя учеников, понимаешь, и что-то им там впаривают, понимаешь. Исключительно только с одной целью, что я великий мастер-фломастер, понимаешь. Пока такой, как я, не пришел. И так, опа, пальцем. И мыльный пузырь такой, пух, схлопывается и сдувается сразу. И так далее. Поэтому, прежде чем с кем-то чем-то делиться, я считаю, это не только к боевым искусствам относится, это ко всему в жизни относится. Сначала нужно иметь опыт практически. И только уже потом им делиться и передавать его. А если его нет, то, какая-то теоретическая байда, то ничего хорошего из этого не будет. То есть у человека, который этим занимается, совсем другие цели.
Как говорится, есть карма, а есть дхарма. Предназначение. Так вот, большинство людей живут не по предназначению и занимаются не тем, чем должны заниматься в этой жизни. Понимаешь? Как-то так. Почему Майк Тайсон не стал тренером по боксу, а стал этим менеджером по продаже конопли? Я не знаю, эти вопросы к Майку Тайсону. Почему? Бабки, понимаешь, миром правят бабки. Сначала деньги, потом все остальное. Понимаешь? А на спорте, на самом деле, мало кто деньги зарабатывает. Чтобы быть, еще раз говорю, сенсеем, а не тренером. Мне не нравится слово тренер абсолютно. То есть я не знаю, что... На самом деле есть такая штучка, называется... Я очень знаю много, не знаю, как было в старые времена, там в Советском Союзе, в том же самом и так далее. Потому что все сидели на зарплате, будем говорить так, какие-то тренера и там инструктора и так далее. Но в современном мире, то есть я очень знаю людей, которые на самом деле не хотят быть учителями, и в то же время они учителя. То есть вот каким-то образом как-то так получается, что действительно истинные учителя, они никого учить не хотят. Люди сами к ним приходят, непонятно по каким причинам. Это, знаешь, это как старая индусская притча. Однажды к одному великому йогу пришел ученик и говорит: сенсей, туда-сюда, я, говорит, хочу быть таким же, как вы, я, говорит, всего достиг. Сенсей спрашивает, говорит, чего достиг? Ну, я, говорит, уже все понял, все достиг просветления, теперь я хочу быть таким же, как вы. Ну, я хочу, чтобы у меня было много учеников, чтобы у меня был свой додзё, храм и так далее, чтобы мне поклонялись, улыбались, а я буду учить. Он говорит, чему будешь учить? Ну, тому же, чему и учите вы. Он говорит, ну, не вопрос, говорит, это, говорит, несложно. Он говорит, видишь, говорит, вон ту гору? Он говорит, ага, говорит, ну, вот иди, сядь на той горе. Говорит, и пускай люди вокруг тебя построят храм. И если это случится, значит, ты достиг просветления. Как-то так получается, что вокруг истинных учителей или сенсеев, когда говорится, люди сами приходят. Никто не ищет себе учеников. Более того, это неблагодарное занятие заниматься преподаванием, причем не только в области боевых искусств. Кого-то учить, наставлять, передавать какие-то знания и так далее. И все, которые действительно нормальные, такие правильные пацаны, вот сколько я знаю, никто на самом деле этого не хочет. Просто так получается. Вокруг них собираются люди, приходят, дергают их за рукав и говорят, ну покажи что-нибудь. Они такие, ну ладно, пойдем. Вот так вот. Как-то так. А вот это я хочу открыть школу, ля-ля-ля тополя и так далее. Это совсем другое. То есть на сегодняшний момент, это, знаешь, это бизнес-план, шоу. Я вот соберу кучу вокруг себя учеников, стану важным дядькой, начну на этом бабки зарабатывать и так далее. Иллюзия. Никто на спорте не зарабатывает. Преподавание это не для бабла, это для души. У меня тоже, кстати, по поводу преподавания есть свой секрет. Могу его открыть. Я на самом деле никогда никого не хотел учить чему-либо. Быть тренером или сенсеем, или наставником. С самого начала. Вообще не занимался этим. Никогда этого не хотел. И вот в чем правда. Я никогда никого ничему не учил. Вообще. Я тренировался. Ко мне приходили люди, и я на них отрабатывал техники. Я учился на них и у них же. Вот и все. Мне нравились сами боевые искусства. И мне нужны были люди, разные люди. С разной физиологией, с разной психологией. Которые приходили ко мне якобы чему-то у меня научиться, а на самом деле это я у них учился. Я просто на них отрабатывал приемы. Я учился у них. Наблюдал за ними, за их эмоциями, за их психикой, за их поведением, что им нравится, что не нравится, где им больно, чего не боятся. Перенимая их опыт, я становился сильнее. Чем больше людей ты потрогал руками, тем ты сильнее. Вот принцип.
Я занимался этим. А уже кто-то там, сенсей. Я такой, да, сенсей. Вот истинная правда. Я никого не учил. Я сам тренировался. Сколько у меня было учеников? Или по-другому, на скольких людях я тренировался? На сегодняшний момент, честно говоря, я точную цифру даже не назову. Я просто не посчитаю, наверное, это. Правда, есть такая практика, называется пересмотр. Даже она мне не помогла. Как бы и так далее. Знаю последнюю цифру. То есть мой последний клуб просуществовал с периода 2011 по 2017 год. И когда я его закрывал, у меня была база данных во флешке в компьютере. Причем у меня как бы были администраторы, и я как бы не занимался как бы ни администрированием, ни бухгалтерией и так далее. Я просто был директором, платил аренду и платил, будем говорить так, и преподавал. Когда я закрыл свой зал, пришел домой в компьютер, воткнул флешку, то есть с периода 2011 по 2017 год у меня оказалось, что через меня прошло 15 768 человек. Как бы вот так. А когда я начал вспоминать, сколько у меня было драк за всю жизнь, как бы, то я остановился на очень смешной и сказочной цифре. Примерно где-то 5000 человек. Что, собственно говоря, звучит очень нереально. Потому что получается, что я каждый день должен был драться в течение 13 или 14 лет. Вроде бы смешно, а по факту так оно и было. Поэтому сказать точную цифру, сколько я потрогал людей или сколько раз я дрался, на самом деле, я даже не в курсе. Вот серьезно, я просто не посчитаю это. Наверное, это надо просто сесть в какое-то медитативное состояние и все вспоминать. И даже не знаю, сколько на это уйдет времени. Нету, говорю, такого. Каждый молодой мальчик, который возомнил себя или стал тренером и начал преподавать, автоматически перестает учиться. Я много знаю как бы тренеров молодых и невероятное даже количество, которые начали преподавать боевые, возомнили себя учителями, начали преподавать боевые искусства и так далее. И когда ты им говоришь, что ты там, сколько лет занимаешься, я даже не говорю про профанацию, я говорю уже даже про тех, которые действительно что-то умеют и так далее. Я говорю, что, сколько там занимаешься и там. Некоторые называют разные цифры, но не суть. И ты им говоришь, слушай, там вот, например, там, по тайскому боксу, сколько лет тайским боксом занимаешься? Он, я вот 2 года. И что, будешь преподавать? Да, буду преподавать. Я говорю, реально? Я говорю, а не хочешь пойти сам подучиться? Вон, я говорю, у меня есть хороший знакомый Суббота. Он уже там лет 40, наверное, занимается. Он, пойди у него опыт поперенимай. Он говорит, а зачем мне? Мне не надо, в интернете же уже все есть. И так далее. По сути говоря, молодые тренера перестают развиваться. Каждый, кто стал тренером ради бабла, а так оно и есть, перестает развиваться. Он в интернете ролики смотрит, мои, или там еще кого-либо, и преподает. Передает, так сказать, опыт Ютуба в массы. Как-то так. И проблема тут на самом деле не в тренерах. Проблема в чувстве собственной важности. Люди становятся великими, понимаешь, очень быстро. Как говорится, самомнение убило кошка, но многим это не понять. Если бы я был бы начинающим тренером, как бы я повышал свою квалификацию? Так я был начинающим тренером. Я пытался потрогать вообще каждого абсолютно. Каждого тренера, которого я знал. Трогал руками и говорил, пойдем поспарингуем. Покажи мне вот это, покажи мне вот то. Вообще всех людей, которых я встречал как бы в своей жизни, действительно интересных, на мой взгляд, тренеров, сенсеев, там, каких-то спортсменов, которые меня интересовали, смотришь со стороны, вау, крутой. Я сразу тут же их трогал руками, я их затягивал в какие-то моменты общения там, и так далее, и пытался у них перенять их собственный опыт. В принципе, и не только. Смотрел фильмы,
с какими-то там великими мастерами и так далее. Сейчас при наличии современных технологий, Ютуба и так далее, очень много как бы ребят, ну вон, спортивного характера, хороших бойцов и так далее. Есть возможность с ними общаться, знакомиться, будем говорить так. Когда я был начинающий тренер, я пытался потрогать каждого, до кого я мог дотянуться, понимаешь? И узнать что-то новое лично для себя. Как? Вот так. Что значит потрогать? Потрогать, одеть боксерские перчатки и подраться. У меня потрогать, это значит подраться. Прикоснуться, так сказать, к мастеру. По-настоящему, понимаешь? Ну, мы же мальчики. А у всех мальчиков принято мериться. У кого больше. Это важно. Поэтому важно потрогать каждого крутого своими собственными ручками. От кого-то в нос получить. Да, ух ты ж, ништяк. Или дать по носу и сказать, ты знаешь, я круче. Давай лучше я тебя поучу, чем ты меня. Так и было. А сейчас вон, пойди поймай кого-нибудь в спортзале. Приходишь, говоришь, давай перчатки оденем. Знаешь, сколько тренеров я за последние только 2 года перетягал? Я за последние 2 года я посетил, сколько же я посетил? 5 крупных фитнес-центров. Вот в 5 крупных фитнес-центрах я тренировал. В каждом фитнес-центре есть тренера. Молодые там из института физкультуры, мастера спорта и так далее. Там, до 35 лет, там, от 20 и до 35 лет. Мастера спорта по боксу и так далее. Каждого, абсолютно каждого затягивал в ринг. Пойдем потренируемся. Пошли. Пойдем постоим, спарринг и так далее. Как ты думаешь, как? Еще раз, во всех фитнес-центрах абсолютно всегда было одно и то же. Всем не отказали. Никто не пошел. Вот так. Вот так себя ведут новые тренера, молодые. В большинстве случаев. Может быть, за редким исключением есть где-то какие-то, которые говорят, да, конечно, пойдем, подеремся, постоим, да. Ну, хотя бы спортивно. Нет. У всех секретные техники, никто не хочет делиться искусством своего мастерства. Кого я считаю великим в боевых искусствах? Ну, если кому-нибудь из молодежи такой вопрос задать, то они начнут перечислять. Там, я не знаю, кто там. Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон. Кто-нибудь киношного героя назовет Брюс Ли, Чак Норриса и так далее. Мухаммеда Али обязательно вспомнят и так далее. Я же считаю, что самый великий – это тот, кто стал бессмертным на протяжении многих тысячелетий и всех поколений. Это такие, как Бодхидхарма, Арджуна, Кришна. Ну и самый великий воин – это Ахилл. Великий воин всех времен и народов. Ахилл. Вот так вот. Почему они самые великие? Потому что прошло уже больше множества тысячелетий, понимаешь, а они живее всех живых, понимаешь. То есть человек действительно что-то совершил, какие-то действия и поступки, понимаешь, проявил какие-то качества воинские, которые его запечатлели в веках. Он бессмертный, Ахилл бессмертный, Арджуна бессмертный, Кришна бессмертный, Бодхидхарма бессмертный. Все, о ком мы помним, это бессмертные. На самом деле вся эта японская философия и традиция, там, повесить портрет сенсея в клубе и сенсей, это не просто традиция. Многие люди думают, что это просто традиция. Там, дань уважения, там, Масута Цаяма, сенсей. На самом деле нет. На самом деле каждый раз, когда ты на портрет сенсея, например, Мэйрихэй Усиба или Масута Цаяма делаешь сенсей, там где-то на небесах сенсей делает так: ученики, спасибо. Живее всех живых. Пока есть память о человеке, человек живет. Поэтому самый великий — это Ахилл, Бодхидхарма.
Я не какой-то там Майк Тайсон или Мухаммед Али. Если через 1000 лет, конечно, кто-нибудь скажет «Ос!» Мухаммед Али, то и Мухаммед Али сделает так. Ништяк. Но я, к сожалению, не где-то там в будущем, я здесь. Поэтому для меня самый великий это, вот, я уже сказал, кто. И почему тоже. Что значит, кто самый просветленный мастер боевых искусств? В боевых искусствах, на самом деле, из известных, будем говорить так, в современном мире только один мастер боевых искусств просветленный. Больше никого нет. Это Морихей Усиба, создатель и основатель айкидо. И философии, то есть продолжатель восточной традиции, будем говорить так, религиозной синто. То есть это единственный человек, который достиг просветления в боевых искусствах. Больше я никого не знаю. В современном мире. А если мы говорим о каких-то легендарных личностях, сказочных персонажей или мифических, то я их опять же тоже назвал. То есть прежде всего это Бодхидхарма, потом идут Арджуна, Кришна, Рама, индусские ребята. Как бы, в восточных традициях мало я кого знаю. В западных традициях это Илья Муромец, кстати, Алешка Попович и так далее. Известные ребята, кто достиг просветления. Те, которые вот в века. А в современном мире, я говорю, единственное, про кого я знаю, это Морихей Усиба. Больше, никого не могу назвать. Самый животрепещущий вопрос для всех тренеров бокса: как найти себе новых клиентов, мы их так назовем, или все-таки учеников? Хотя ответ будет очевидный и однозначный. Существуют, соответственно, современные технологии. Это, реклама в интернете, какие-то сайты, продвижения, там рекламные посты, я не знаю, плакаты. Что это у нас еще есть? Язык до Киева ведет, как это, бабушкино радио. Но единственно правильный способ, я скажу, какой: если ты великий, иди сядь вон на той горе, и вокруг тебя построят храм. А если нет, то да. Интернет в помощь. На самом деле великие не ищут себе учеников, они сами приходят. Да и зачем это нужно? Чтобы деньги зарабатывать? На спорте деньги не делают, это иллюзия. Преподавание боевых искусств, оно не для денег. Оно как миссия, дхарма, понимаешь? Воспитание молодого поколения, чтобы мужской род не вымер. А то у нас нынче же равноправие, феминизм. Да. Все мужчины, кто против женщин, сексисты. Мы существуем только с одной целью: чтобы мужики настоящие не вымерли, как мамонты. И все сёшечки. А не для того, чтобы на этом бабла заработать. Поэтому многие молодые тренера, которые идут заработать денег, думая, что это такой легкий способ подзаработать, сейчас пойду там открою клуб, ко мне придут 30 человек умножить на 5000 рублей, 150 тысяч в месяц, аренду заплачу полтосик, там туда-сюда, налоги и так далее, будут мне денежки. Все мечтатели. И их ждет разочарование. Очень быстро. Как-то так.